Дорогие друзья, прежде чем Малика, вот она, наша прекрасная. Дорогие друзья, прежде чем я представлю наших уважаемых гостей из Индии, я хочу, чтобы вы поприветствовали наших неожиданных и тоже очень приятных гостей на фестивале «Спасти и сохранить». Это участники автопробега из города Бреста, из Белоруссии. Они проехали 50 тысяч километров и привезли в Ханты-Мансийск капсулу со священной землей из города-героя Бреста. И вот сегодня они с нами. Спасибо вам за это. Мы продолжаем знакомиться и общаться с нашими дорогими гостями из Индии. Встречайте, пожалуйста, Нихил Анил Катара, Малика Баджадж. The power of a single story. Сила The famous author единственного Chimamanda рассказа. Ngozi Adichie once said that there is a dynamism in a story. Есть динамизм A в story рассказе. has value. Рассказ A имеет story ценность, has сюжет capability to имеет transcend borders силу and reach преодолевать people границы, достигать in various сердец ways. людей разными способами. And stories are built on philosophy. Сюжеты базируются на философии. What is the first philosophy? Что такое What первая makes исходная people listen to философия? something? Что заставляет What людей makes a crowd слушать? of Russians listen to an Indian Что who's telling a заставляет story from far away? целое сообщество россиян слушать What joins и us одного индийца? Что is the нас main объединяет? Вот главный вопрос. Through the years, various philosophers have tried Разные to философы identify what the first пытались philosophy в is. разные века Is it определить, about что who такое we are? философия. Оно касается What makes фобий, us? что What makes us заставляет feel? нас чувствовать. A very famous philosopher Очень известный transcended философ and reached the people достиг with an alternative сердец first людей philosophy. с помощью альтернативной A philosophy исходной that философии, tries философия, to которая bring us пытается together. объединить нас. And here I quote him. И This quote вот is она, by Levinas. это цитата One из has to respond to философа one's right to Левинаса. not by referring Надо to some abstract отвечать and anonymous law or judicial на entity, право but because быть of one's fear for не the other. из-за страха других людей. My being in the world or my place in Мое the sun, существование my в being мире, at home, have мое these not место под also been the usurpation солнцем, of spaces мое belonging нахождение to the other дома man, whom I have already oppressed or starved? не or это ли driven out являлось into a причиной third world? узурпации Are they not мест, acts of repulsing, и excluding, exiling, stripping, не and это ли killing? являлось причиной всех бед, таких Levinas как changed the убийство, entire paradigm of what we think is the высылка, first philosophy. исключение, отвращение. First philosophy he made Первая about философия, the other. она касается To protect, мнения, to save, отношения к другим and людям. to preserve. Отношение основано на сохранении, на спасении. Here I'll tell you a story of two men. Я расскажу вам историю двух One of the людей. most remarkable stories Это одна that из brings замечательных your beautiful country and историй, our beautiful country которая together. объединяет наши с вами страны. I'll tell you a story about a boy Расскажу вам историю о who used to мальчике, write to the который wisest man in Russia. написал мудрейшим из русских. Он написал длинное письмо To the man who wrote many books. человеку, который написал много книг. That transcended borders and Это reached слова, a small которые village, a small town. преодолели границы и This достигли Russian author дальнего уголка в Индии. Этот русский вдохновил индийского мальчика. Он написал одно письмо. Я не получил ответа. Then he wrote another letter. Потом написал еще одно письмо. And the
И русский мудрец прочитал это письмо, и в тот день, и ответ на это письмо, на него был ответ, и оно было переведено на многие языки, и оно достигло еще одного человека, который потом стал мудрейшим человеком в Индии. Кто-то, кто был близок к сердцу. Первый человек, о котором я говорил, этот мудрый человек из России, был автором, писателем Львом Толстым. Второй из них, кого вдохновило это письмо, был Мохандас Карамчанд Ганди. Слова, которые зародились в России, вдохновили индийца и стали основой правды, которую написал Махатма Ганди. Он был глубоко вдохновлен словами Льва Толстого. И я спрашиваю вас, что есть сила одного сюжета, одного рассказа? В чем сила многих рассказов? Сегодня мы говорим о сохранении, о спасении, и это привело нас, индийцев, в этот красивый уголок света, и мы объединены вопросом выживания, вопросом надежды, вопросом любви. И это приводит меня к главному вопросу моей презентации. Климатические изменения могут быть только через надежду. И вот мой вопрос к вам. И если я попрошу вас запомнить и держать это в своей памяти, каково определение слова «надежда» в динамично меняющемся мире? И я хотел бы, чтобы вы сохранили в своей памяти этот вопрос, подумали о нем. И, может быть, в конце презентации мы поговорим еще об этом. И сейчас первый рассказ — «Русалка». Это диалог о климатическом изменении. Анастасия, пожалуйста, и Малика, присоединитесь ко мне. И мы прочитаем отрывок из диалога, который по которому не снят фильм. Я хотел бы, чтобы вы послушали этот диалог. Это рассказ, который мы написали для организации, которая называется сообщество реагирования на климатические изменения. Оно объединяет специалистов со всего мира, из Индии, из Британии. И эти рассказы этот рассказ был создан в прошлом году. Я попрошу вас послушать этот диалог. Пожалуйста, представьте название этого рассказа. Русалка. Иногда я чувствую себя дезориентированным, много информации в социальных сетях, и она иногда представляет собой парадокс. Раздумывая над этой пьесой, я думаю о будущем.
И это было введение в рассказ, а сейчас, пожалуйста, сам рассказ. Девочка с дыхательным устройством, с устройством для облегчения дыхания. Ее движения грациозны. Она плавает под водой. Она вытягивает вперед руки. Другая девушка выскакивает из воды на платформу. Это ее первые шаги по земле. Другая девочка помогает ей. Ну, будем читать это дальше по ролям. Первая и вторая девочка. Что сейчас? Я сделал, что ты сделала. Не совсем. Надо убрать то, что ты носишь. Девочка пытается снять маску, но удаляется. Ты мне обещала, что будешь доверять. Девочка убирает от лица маску. Вот видишь, ты можешь дышать воздухом. Не могу поверить. Это не... Ты не нуждаешься в этом. Ты разве не знаешь правду? Расскажи мне. Мы были и до сих пор остаемся земными животными. Глупости. Мы русалки. Мы живем в воде. То есть сейчас это все поглощено водой. Мы всегда описывали климат как что-то неизменное, но миллионы людей покинули Землю и живут теперь под водой. Мы остались на Земле, лишь немногие. Мы должны будем ее очистить и вылечить. Ты думаешь, ты русалка? Нам врали целыми поколениями. Но почему? Чтобы спрятать самую большую неудачу этого мира. И поэтому создали эту ложь и сделали людей, превратили людей в русалки. Ничему этому я не верю. Посмотри на меня. Мой народ работал целыми веками. Все из-за парниковых газов. Я тебе расскажу, как мы дошли до этого. Ты должен рассказать об этом моему отцу. Мы создали справедливое и равное общество. Мой отец честный человек. А ты знала, что он сам не пользуется вот этим дыхательным устройством? Большая часть океана также погибла с тех пор, как люди туда переселились жить. И я хотел бы, чтобы люди узнали правду. Когда мы вернемся на Землю, мы должны воспринять новые правила. Они видят книги.
И если мы будем жить с этой правдой, все смогут выжить. Честно говоря, я не знаю, во что дальше верить. Как мне знать, как мне быть уверенной, что ты говоришь правду? Что это значит? Это книга Рене Декарта. Он начинает читать. Я думаю, что необходимо знать, что такое сомнение, и что такое надежда, что такое существование, прежде чем мы убедимся в этих рассуждениях. Я думаю, поэтому я существую. Первая девочка начинает читать и играть. Проходит какое-то время. Девочка вскрикивает. Now I will be taking the role of the father, and Malika will continue the role of the first girl. Let her go. Take her away. No. You deliberately disobeyed me. She looks away. You left me with little choice. You must remember, apart from being your father, I am also your supreme leader. Is that why power corrupted you? Mind your В диалог вмешивается ее отец, So this is начинает true, укорять Archibald. дочь, Anything что else? помимо Anything того, else что он in ее that? отец, он еще и верховный лидер. What good will lies do? What else would you have Что me do? Let толку them в этой die? лжи? Ты There was a хочешь, time чтобы when они humans walked the погибли? earth, but then things got bad. How did they get bad? Tolerance went down. People could not take the sun and its heat. Lies, lies, You- lies. Он начинает убеждать Yes, ее, I что did. все из-за солнца, everything. которое люди перестали переносить, поэтому они переселились на дно океана. Climate was changing and it was doing so because of human interference. Климат When the изменился lies из-за took away людей. the handle, lies followed. You were calling your own father a liar? Ты называешь своего отца лжецом, но это правда. And look at what one lie does to you. Just look. Посмотри, We are просто not посмотри. ourselves. We are Мы not не people перестали who быть walk собой. on the ground today. Мы We are даже living pretend ходить lives. не We are можем по acting as if суше. we're meant to be fish, when our true purpose is Ведем on себя land. как The рыба. land is gone. Земли больше нет. Мы должны жить в воде. Посмотри вокруг I себя. walked on land today. I have Я breathed the air, сегодня and it is ходила good. по земле We и don't дышала need this. воздухом. Нам все это не нужно. It took generations for us to take life as we know it into the sea. It will take Нам generations потребовались to take back our land. It целые is impossible. поколения, чтобы Therefore, привыкнуть к we're воде. wrong. No. Как мы теперь будем по новой привыкать к воздуху, но нам не место в воде. Let's start now. Давай начинать сейчас. Good things must begin. И All good things. тогда начнется что-то хорошее. Когда? With the truth. С чего оно должно начаться? С правды. Правды. Thank you, ladies and gentlemen. That's all for me. Thank you, Anastasia. Thank you, Malika. Спасибо, Анастасия. The Mermaid. The Mermaid was a story which we wrote for «Русалка» — это была история, написанная для театра, экологического театра. every writer can find its audience. Каждый писатель может найти свою аудиторию где-то. It began with a journal. Началось все A journal entry by one of the most remarkable writers in climate change, Octavia Butler. Октавия Батлер, она написала дневник по климатическим изменениям. All good things. И она написала на одной из страниц: все хорошие вещи должны начинаться. The story to the fore. Мы подумали, с чего должно все начинаться. И особенно, с чего начинается все хорошее. И результатом стало создание вот этой истории о русалке. Она была написана в Индии. И далее мы разыгрывали ее, делали постановки по всему миру.
и она адресована людям. И вопрос, который адресован людям, как нам сохранить надежду? И еще один вопрос, который задает вам этот рассказ, что нужно сделать? Надежде нужна правда. А правде нужно сохранять свою ценность. Как только до вас дойдет правда, начнутся хорошие вещи, начнут происходить. Значение вот этой организации, театр изменений климата. Что это такое? В 2019 году мы разыграли 7 пьес по антологии. В 2021 году я написал для этого театра пьесу, которая была опубликована в книге «Будущее не неподвижно». В 2023 году мы написали «Русалку», которая сейчас вот была представлена вам. Как это доходит до людей, как это достигает их сердец. Мы делали представление уже в 14 странах, 7 тысяч зрителей, 2500 артистов и организаторов, которые были задействованы в исполнении этих рассказов. Кроме того, задействованы были 40 университетов, которые вовлекли представителей молодого поколения в изучение вопросов климатических изменений. 50 пьес были представлены и в разных формах представлены более 400 раз. И сейчас хотел бы задать вам еще один вопрос. Что такое надежда и как ее сохранить? Каковы координаты надежды? 30 северной широты, 20 восточной долготы. Как нам найти надежду? Как можно ее разыскать? Обычно в телефонах ее ищут, в социальных сетях, в мессенджерах, иногда в книгах, газетах, журналах. Мы ищем надежду везде. И везде мы ее находим. Но есть место, где она живет. И я думаю, если между вами и мной, если мы захотим, чтобы между нами существовала надежда, никто нас не остановит. Никто. Если вы хотите работать со мной, вы хотите работать со мной, мы все будем сотрудничать, потому что это у нас внутри, в наших умах, это наша надежда. Это организация СЕФ европейская. Во время локдауна, когда у нас не было возможности выступать, они нам написали, один из наших друзей в Великобритании, мы выиграли грант по мобильности. В 2021 году в результате этого они попросили. Вы помните, что происходило в 2021 году, локдаун, невозможно было делать представления. Просто подумайте, ни оборудования, ни локации, все позакрывали. И мы получили этот замечательный грант. Мы на соседнюю улицу-то не могли переходить. А тут мы благодаря этому гранту встретились с артистами в других странах. Мы были просто зачарованы этим.
этой перспективой. Imagine working with someone from another country. Просто представить, это была возможность работать с кем-то во время локдауна, с кем-то из других стран. Because there was hope between. Поскольку была надежда между мной и тобой, And we create. начали происходить замечательные вещи. We came from the point of view. Мы исходили из того взгляда, что если рассказать историю о климатическом и климатических изменениях, и если сделать это через расстояние, и получился в результате этого фильм. Фильм назывался «Между мной и тобой». Половина была снята в Индии, половина в Великобритании. Я режиссировал индийскую часть сюжета. В Великобритании был свой режиссер. Взаимодействие между сценаристами в Индии и Великобритании. Я был актером в Индии, был также актер в Британии. И 6 актеров работали просто на пустом месте, с пустыми карманами, без инфраструктуры. И мы создали этот фильм. И вот результат. Вот этот фильм «Между мной и тобой». I am sending this afloat with a prayer that it reaches someone, anyone, to whom this current travels. I don't know where it will wash up. Its course has altered. Much has changed. The monsoon months are here. The heavens should be bursting upon us in an endless parade, but they are not. The village should be abuzz. Chakra is here, Chakra is here. We should be out in the mud banks, the tide lapping at our cars, our nets swooping in and scooping out. Sardines, prawns and mackerels, tons and tons of them, nipping at our ankles. The grey clouds drift in. The sky darkens. We hold our breaths and the susurrus starts. Chakara, chakara, chakara. But the moment passes. They drift out and the whispers die. Have the fish moved? Perhaps they swam up the coast. The sardines, prawns and mackerels? Stop. We've squandered enough time.
The lack of urgency baffles me. You sit waiting. Ever wonder why they aren't coming? Your fish. Our seas, these ecosystems are altering. This is urgent. It is real. CO2 emissions have changed the pH level of the entire ocean. I take samples of seawater from the shallows and test the toxicity levels. I plot a chart, make a graph. My research has taken me around the world and back again. But I am tired. My eyes are growing weary looking at this glaring screen. I have spent today, as I spend most of my days, clearing up other people's shit. Because I have to. They all tell me that they care, but they aren't here. I am. Every day, I walk along the beach and pick up the discarded remnants of people coming together to live and enjoy life. The irony. Without our oceans, there is no life. God, I envy the ignorant. Drinking in deep, easy breaths. If they understood that air was finite, would they still be gulping it down? Taking and taking. I'm growing sick of the sound of my own voice. But them, they take the easier option. They place their fingers in their ears as they slowly walk away. Do you know what I hear all the time? With or without my fingers in my ears? The call of the sea. The sound oscillates between a war cry and a lullaby. Its presence soothes me, both when it screams and when it sings. People talk about a calm sea as a thing of beauty. Not me. That scares me. Because if the sea does not speak, is it there? When I look out at sea, for a moment I'm free. In that moment I can breathe. Then I'm hit with the reality. The enormity glares back. Half of the world's oxygen is gifted by our oceans. Every other breath. Take responsibility. Every one of us must. We can't ignore it. Wake up. Why did I wake up today? Why did I come to the coast? What was I chasing? The fish that weren't there, or perhaps memories? Our football field was here. We'd toss our school bags on the sand and kick the ball along the coast. In and out through the water. The tide came in and swallowed the pitch and sunk it to the sea floor. We'd row up here, Appa and I. From the coast, he'd push the boat into the sea and jump in as it took to the tide. The net rolled and tucked under the seat, me wedged between his knees, wriggling for a glimpse of the fish. Sit still, Monet, or I'll have to go fishing for you, he'd say. We can all look back. It's safe. A comfort. One by one they go. They leave. People. The memories. When I allow myself to look back, I'm reminded of what I loved and what I lost. I could weep for the little girl who devoted each birthday wish to making a difference. But I mustn't look backwards. I'm only interested in the present and how we can look to the future. That is all I can do. It's all that we can do. Your nostalgic tales of yesteryear are unhelpful now. Look around you. Stop living in the past and open your eyes. When did dreams become a burden? I thought they were like candy floss,
The kind I got at our church fair, pink, sweet and fluffy. To ignore. It's an action. It's a choice. That's what makes it unforgivable. I am alone. I am tired. Tired of watching the temperatures rise. I'm tired of pleading with people to listen. Tired of the resistance. I keep on because we can still do something. It's not too late. But it will be. I returned today. I pushed my boat into the water. The villagers, they laughed through wet eyes. Fool, they said. The fish are gone. I cast my net and sat still until the murmur of the tide took over and drowned out the snide jabs of the village. Fool, fool, the whispers echoed. But I sat there. Are dreams for the foolish, or do they power our future? Is it foolish to dream, to desire a better world, a better deal? This is bigger than you. It's bigger than us. What is this? A cry for help? A plea? Maybe your message found me for a reason. Put your longing to good use. You there and me here, we must work together. Is that what this is? A sign? Perhaps you aren't a fool. Between you and me, a deal. Will you join me? A sign. That's what I wait for. Law says the sea purges all that it has been holding back. Someday, it will send the fish. A sign that the currents flow the forgotten path again. Today, it sent to my net a football skin, some plastic and metal bits, and your message. Not a fool, you say. You and me, you say? Me? With you? Yes, you. We don't have to be a part of this machine. Economy is man-made. We can change this, all of this. The power is in our hands, but it's just slipping through our fingers. We are letting it. Us and the sea, we share a bond. It cared for us when we were newborns, and like good children, we should have tended to it as we grew up. But somewhere we forgot. We let it go grey, diseased, rippled with infections. It raged, we threw tantrums. It suffered, we sulked. The sea had always spoken, but we let other noises distract us. The clamour for more, more, more. The gluttony from within and around. Factories belching, excreting. It clogs every pore Trawlers and motors. and claws the depths. Incessant dig in, scoop out, dig in, scoop out. Not just for sardines and mackerels, for more, for oil and gas, for soil and earth, to buy and sell, for war, in peace. Do you think that you can do it? To change your ways, to stop with the demands, to give it all up, to take a step back? I don't know. But I can't sit by the shore and wait. Wait for the sea to right our wrong, my wrong. That was Between You and Me. And we introduced the idea of bringing people in together with this form of storytelling. I move on to the next aspect of it. What was the impact of the ASF? The film Between You and Me was commissioned for a grant by the Asia Europe Foundation. Its initiative was to make people from different parts of the globe talk to each other. It was selected for 2 film festivals. It went from the Liftoff Global Network Festival to the Steve Aronson International Film Festival, which focuses on nature-concentric films. And an article was also published in the Asia Europe Foundation, and also
a more comprehensive one was in the Mumbai University. It was covered by many universities. Now, the last question I will beg of you to think about. Why make the hope to save and preserve sacred? Because home is here. We have no other home. We have just this one place that we have to save and this one place that we have to preserve. We do not have another option right now. So we thought of creating a story around this aspect. It initially came in the form of a verse. We wrote a verse which was called Home is Here, and we focused it from the basic elements of sounds. If you think about it, there is a sound of death, and there is a sound in every breath. So we focused on stories that were developed through these two aspects, the sounds of creation and the sounds of destruction, which made the core of our story here. And we created the verse, Home is Here, on the basis of that. It was populated with sounds of creation and destruction as a thought. And we got a bunch of artists to kind of collaborate on this. Kate Bass, who sang this verse and created the song. And Malika Bajadj here, she performed the song. She started to move with the song and try to embody the song. And it was captured cinematographically and then, of course, photographically in two different ways. And it created the original song, Home is Here. It is available on Spotify and various platforms. You can hear it wherever you want. Please have a look. But the brightness fades when the hammer rains. Fog and fountain, hard and heat. Fire and flood, waters that flow, tides that run, words that speak of a truth that leads.
Just going to quickly cover the key elements that we kept in mind while Основные моменты, которые мы держали в уме, когда делали это кино. Первое — это противопоставление создания, творчества, творения и разрушения. Just the lack of greenery, essentially. The second was the mood distinction, of course. Второе — это ощущение настроения, определение настроения и первичного восприятия. Как вторая часть песни, она как раз фокусируется, концентрируется на разрушении, подвижность тела, в унисон с звуками создания и разрушения, фотографичность движений, то, что можно запечатлеть на видео, на фотографии. То есть если кто-то опубликует это в журнале, мы могли бы использовать картинку, и зритель все равно понял бы, воспринял бы эмоции, которые мы хотели передать. The process was finding the written word, the particular Нужно было words that найти особые and слова, then adding the element of music and добавить song to элементы it, музыки, the песни, sounds that we spoke about, звуки, о которых and мы then говорили creating уже, something, и a потом piece where we could создать actually find что-то, movement and find a certain что sense of обрело бы форму stillness within that движения, movement. и Again, something that could be тем не captured менее both on video and содержало бы еще и тишину, photograph. неподвижность. So that was the process that we used to Вот create the last piece такой that you был watched. процесс нашего творчества. Thank you so much И надеюсь, for вам понравилось просматривать sitting through this этот and, фильм. Спасибо being большое. with us. Спасибо за Nikhil то, and I что will вы be around if you have провели any это время questions, с if нами. there's Если anything есть that you'd какие-то like to вопросы, ask us, to discuss. пожалуйста, спрашивайте. I'm going to now give the room over. И передаю Thank слово you. нашей Thank ведущей. you. Спасибо Спасибо. большое. Спасибо, Нихил. Спасибо. Дорогие друзья, Dear нас friends, ждет автобус, мы едем на обед. we are Спасибо now большое за going то, to что have вы some lunch. посетили Thank you very встречу much. с нашими индийскими гостями. Спасибо вам. И еще я напоминаю, что у нас проходит мгновение фестиваля. Ваши фотографии в соцсетях приветствуются и